Всем привет! Мы начинаем новый подкаст на нашем канале. Читать будем вот такую книгу. Многие, наверное, о ней слышали, но мало кто читал. Я тут стручек себе в тенечке приготовил. Читать мы будем ее каждый день в 2 часа дня. Поэтому заходите, слушайте, вместе с вами прочитаем. Что хотелось бы первое сказать. Книгу написал автор, но мы с вами можем ее обсудить в комментариях. Второе. Если хотите послушать какую-то другую книгу, поддерживайте донатом по QR-коду на экране, либо по ссылке Каспи в описании. Ну и третье, эту книгу мы разыграем среди подписчиков, когда будем читать последнюю главу, поэтому пишите хорошие комментарии, выбирать будем по комментариям. Ну все, поддержите лайком, начинаем читать. Предисловие. Утро 5 января 2022 года выдалось в столице ветреным и пасмурным. Ночь резко похолодала. Наступивший день стал самым трудным и в то же время самым значимым в политической биографии президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемеловича Токаева. Внимание мира в те дни было приковано к Казахстану, где высокопоставленные заговорщики предприняли попытку государственного переворота. Они рассчитывали, что законный президент дрогнет, но не дождались. В своем обращении к народу глава государства однозначно заявил: «Что бы ни было, я буду находиться в столице». Токаев проявил твердость, взял в свои руки руководство Советом Безопасности и возглавил борьбу. Особенно важно, все услышали, что президент в любом случае будет на своем месте, не покинет столицу и страну. А ведь именно этого ожидали заговорщики. Сколько правителей в истории закончило свой путь в изгнании? Токаев не из таких. Он не только выполнил свой конституционный долг, но и проявил политическую смелость. 5 января его личный момент истины. Откуда в характере интеллектуала и дипломата берется железо? Этот вопрос – одна из загадок Касым-Жомарта Кемеловича. Биографию, продолжающуюся биографию большого политика невозможно отделить от эволюции эпохи, а потому и весь многотрудный путь восхождения, который привел к моменту истины, может быть верно воспринят лишь в контексте времени. Алма-Ата, Москва, Сингапур, Пекин, Алматы, Нью-Йорк, Женева, Астана. Все эти крупные вехи стали вехами личной биографии политика, но они же являются узловыми точками, в которых фокусируются многие силовые линии современного мира. С другой стороны, большой политик, достигший вершин государственной власти, как правило, это большая личность, обладающая уникальным сочетанием характера, знаний, опыта. И чтобы лучше его распознать, надо не в последнюю очередь учесть фактор родителей, семьи, среды, в которой рос и сформировался. Поэтому, прежде чем рассматривать ступени Токаева политика, следует понять становление Токаева человека. Глава 1. Отец и сын. 1920-1970. Семья Касым-Жомарта Токаева не избежала трагических поворотов 20 века, преодолела все трудности вместе с народом. Он взрослел, как и миллионы сверстников. В 1960-е годы над всем его поколением незримо давлел груз драматического прошлого, недавнего прошлого. Судьба моего отца, вспоминает Касым-Жомарт Кемелович, с самого детства была непростой. Он рано осиротел, воспитывался в детском доме, затем в интернате. Потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Кемел Токаев родился 2 октября 1923 года. Лишь недавно отгремела гражданская война. Прошло 3 года, как была создана Казахская автономная социалистическая советская республика, Казахская ССР. И на пространстве Великой Степи, как и в других советских республиках, начался гигантский социальный эксперимент. На свет Кемель появился в ЖТСУ в ауле Кальпе, в 40 километрах от села Талдыкурган, в семье небогатого аульчанина Тока. По равнине между Кальпе и Талдыкурганом протекала извилистая река Каратал, бегущая с западных отрогов Джунгарского Алатау в озеро Балхаш. Это было сердце ЖТСУ, колыбели казахского народа. Сейчас именем Кемеля Токаева благодарные сельчане назвали улицу в Кальпе, но тогда, в 1923 году, это был небольшой степной аул. Там маленький Кемель рос и играл в неприхотливые детские игры со своими старшими братом Касымом. По казахской традиции старший брат воспитывался у деда, а потому носил иную фамилию – Балтаев. Тока очень любил красавицу жену и детей, и материнские гены щедро достались детям. Надо сказать, что в Алмате в те годы
что Алмата в те годы еще не была столицей Казахской ССР, а входила в состав Туркестанской ССР, правительство которое возглавлял Турар Рыскулов. Именно Туркестанский Центральный исполнительный комитет ЦИК в 1921 году принял решение о переименовании центра Семиречской области Верного в город Алма-Ата. Административно-политические центры Казахстанской и Туркестанской автономных республик Оренбург и Ташкент находились тогда за тысячи километров от ЖТСУ. Однако Алма-Атинская область не была спокойным местом, а вращалась в общем водовороте радикальных процессов. Тем более, что рядом была неспокойная граница с китайским Синьцзяном. В 1924 году на Центральной Азии пронесся политический вихрь национально-территориального размежевания. В результате Сырдарьинская и Алма-Атинская области были выведены из Туркестанской ССР и включены в состав Казахской ССР. И этот шаг нельзя не признать логичным и адекватным, так как он учитывал национальные реалии региона. Территория Казахстана на юге существенно выросла, но возник вопрос управляемости. Поэтому в 1925 году центр республики решили перенести из Оренбурга на Сырдарью, в город Ак-Мечеть, который по этому поводу идеологически многозначительно был переименован в Кызыл-Орду. Туда передислоцировали Совет народных комиссаров Казахской ССР во главе с Нигметом Нурмаковым. Его карьера, кстати, была головокружительная. Как и у многих в то время, в 20 лет учитель, в 26 председатель революционного трибунала Казахской ССР, в 28 нарком юстиции, в 29 председатель правительства. Туда же, в Кызыл-Орду, курьерским поездом прибыл новый партийный секретарь Казрайкома, небезызвестный Филипп Голощекин. Начался следующий, и, как показали скорые события, исключительно драматичный этап республиканской истории. К концу 1920-х годов, синхронно с ускоренной индустриализацией, власть стала все больше нажимать на сельчан. В республиках Союза началась массовая силовая коллективизация, а за ней конфискация и неурожай и голод. Особенно трагична была судьба традиционного казахского социума. Лишаясь скота, казахи по сути лишались всего, оставшись без каких-либо средств к существованию. Мой дед, пишет Касым-Жомарт Токаев в книге «Слово об отце», принял решение покинуть родные места, чтобы избежать голодной смерти. Многие тогда уходили в Китай. Туда не могла дотянуться политика коллективизации. Но идти за кордон и обрывать связь с родной землей Тока отказался. Спасаясь от лихолетия, семья Тока решила переселиться подальше на юг, в город. На семейном совете было принято решение добираться до города Фрунзе, с тем, чтобы пережить там тяжелые времена и попытаться спастись от голода. Нужда погнала семью Тока за сотни километров от родного очага. Путь был долгим и трудным. Как рассказывал Касым-Жомарту отец, хозяина, приютившего казахскую семью, звали Яковом. Его трудное для казахского произношения имя было моментально перекроено в Жакып. Уже много позже, в 70-х годах, когда Касым-Жомарт окончил МГИМО, Токаев-старший как-то сказал сыну, что всю жизнь хотел съездить во Фрунзе, чтобы найти тот дом на окраине города. Но поездка так и не состоялась. Именно от отца, сердце которого хранило боль о прошлом, Касым-Жомарт узнал о трагедии в семье деда. Семья Тока жила в крохотной мазанке, взамен на помощь по хозяйству. Дед был трудолюбив, работы не боялся. Прошло 2 года, казалось, можно будет преодолеть жизненные невзгоды, но случилась трагедия. Сначала от непосильного труда слегла жена, ее парализовало. Тока выбивался из сил, чтобы прокормить семью. Тяжелые раздумья охватывали его, приближалась зима. Однажды дед пошел на базар, чтобы поменять на хлеб полученные за работу старые хозяйские сапоги. Касым и Кемел тоже отправились в город на поиски съестного. Тогда отца и сыновей не было дома. Случилось непоправимое. 3-летняя младшая дочь, играя на печке, было уже холодно, оступилась и упала прямо в огонь. Мать не могла сдвинуться с места и только с ужасом наблюдала, как гибнет ее кровиночка. То, что в тот день увидел Тока, переступив порог мазанки, не пожелаешь никому, сгоревшую дочь и умершую от ужаса жену. Беда не приходит одна. В тот же день Касыма и Кемеля задержала на улице милиция, признав за беспризорников. Братья были отправлены в детский приемник. Вселенское горе, обрушившееся на отца, передать словами невозможно. Но в одночасье он потерял все, что имел. Яков помог деду похоронить жену и дочь, после чего вдвоем они пошли искать пропавших мальчиков. На поиски ничего не дали. Для Тока жизнь разом потеряла смысл. Он ночью покинул мазанку и бесследно пропал. Что с ним стало, неизвестно. Это был 1933 год,
Кемелю исполнилось 10 лет. Братья оказались в детском доме и не знали, что произошло с семьей. Однажды ночью Касым тайно отправился на поиски дома, где они прежде жили. Об этом рассказано в автобиографическом романе Кемеля Токаева «Солдат ушел на войну». Через 3 дня блуждавший Касым нашел мазанку и от Якова узнал о случившейся трагедии. Через несколько дней Касым вернулся в детский дом, горе братьев было безмерно. Они остались одни, но надо было как-то жить. Чтобы не потеряться в этом жестком мире, братья решили учиться грамоте. Прошел год. Касым, как один из старательных воспитанников, обратился к начальнику детского дома, чтобы их с братьями перевели туда, где можно нормально учиться. И это сработало. Касыма и Кемеля перевели в Чимкент, в интернат для детей-сирот при Чимкентском свинцовом заводе, индустриальном гиганте, построенном ударными темпами в начале 1930-х годов и ставшем крупнейшей в союзной отрасли. Свинец, как и другие цветные металлы, был нужен в мирное время, но особую важность завод приобрел в годы войны. Для доставки свинцовой руды с Каратау была построена 80-километровая железная дорога от Ачисая до станции Туркестан. 200-метровые бетонные трубы свинцового завода были видны на всю округу. Имелась у завода и казахская школа. Конечно, интернаты тех лет при промышленных предприятиях не были социальным раем, но и адом тоже не были. Благодаря им выжили очень многие дети. И не просто выжили, но стали уважаемыми людьми. В памяти школьника Касым Жомарта осталось, как в начале 1960-х годов в доме Токаевых часто бывал Амантай Байтанаев, ветеран войны и известный писатель, одноклассник, а потом и сокурсник отца. Им было тогда по 40 лет, и друзья с удовольствием вспоминали детские годы, проведенные в интернате. Им было что вспомнить. С раннего возраста мальчишки боролись за место под солнцем в жестком мальчишечьем коллективе. В то же время их юные души были ранимы, жаждали родительского тепла и откликались на любое доброе дело. Однако, подчеркивает Касым Жомарт Токаев, отца и мать им заменило государство. Тогда, в 1930-е годы, это государство, исходя из собственных соображений, выстроило целую систему воспитания, строгую, режимную, порой жестокую. Но непременным атрибутом этой системы было полноценное школьное образование, чтобы дети выросли и не пропали в водовороте жизни. И мальчишки Касым, Амантай, Кемель, как и многие другие, получили такое образование. Проживая в интернете при Чимкентском свинцовом заводе, они закончили казахскую школу. Сначала старший брат, а потом младший. В аттестате зрелости у обоих в графе происхождения указано, что они из бедняков, а семейное положение – круглый сирота. Как видим, драматичные жизненные обстоятельства не стали непреодолимым препятствием для получения стандартного для тех лет образования. Не случайно впоследствии Кемель Токаев говорил, что ему повезло с интернатом. Касым, кстати, среди интернатских мальчишек был лидером, активистом, комсоргом. Так, несмотря на жестокость эпохи, росло рано повзрослевшее поколение Касыма и Кемеля. Поколение, которое вскоре разгромит нацизм, станет победителем в Великой Отечественной войне, построит послевоенный Казахстан. Вспоминая рассказы отца, Касым Жомарт пишет: «Все самое хорошее в своей жизни он познал от государства, поэтому и не мыслил себя вне родного отечества. Для отца понятие Родины было святым». После интерната старший Касым окончил фельдшерское училище, затем в 1939 году был призван в армию и направлен на Урал, в Свердловскую область, и не рядовым солдатом, а на курсы подготовки военных политруков, по сути, младших командиров уровня роты. В том году в Европе вспыхнул пожар Второй мировой войны. Никто в стране не хотел, чтобы этот пожар опалил народы Советского Союза, но готовиться к войне надо было в любом случае. Кемель на всю жизнь запомнил тягостный отъезд старшего брата, как тот залез в бортовой грузовик, полуторку, как обернулся в последний раз, махнул рукой. Сначала из Свердловска, а потом еще в более дальние города, Котельнич в Кировской области. Он часто писал письма младшему брату, беспокоясь о нем, напоминал, что в учебе и общественным делам надо относиться ответственно, и Кемель не подкачал. В 1940 году он успешно закончил 10 класс средней школы. В его аттестате преимущественно оценки «хорошо» и «отлично». Особый интерес он проявлял к казахскому языку и литературе, в частности, к творчеству великого Абая. Не это ли стало предпосылкой при выборе профессии после войны? В Грозном 1941 году Кемелю исполнилось 18 лет.
У миллионов молодых людей его сверстников были, разумеется, свои надежды на новое десятилетие. Кто хотел учиться, кто создать семью, кто обрести профессию. Но все эти планы перечеркнула война. Первым из братьев был призван на фронт политрук Касым Болтаев. Он геройски сражался и погиб в Ржевской битве с фашистскими захватчиками 22 февраля 1942 года на Калининском фронте, обороняя дальние подступы к Москве. Похоронен в братской могиле у деревни Трубино Ржевского района. Уже будучи студентом, Касым Жомарт спросил отца о самом трудном моменте его жизни. Отец помолчал и ответил: «Самыми трудными для меня были минуты, когда я получил Каракарас, известие о смерти брата». Многие годы место захоронения Касыма было неизвестно. Только в 2009 году, после рассекречивания документов из архива Министерства обороны СССР, Касым Жомарт Кемелевич разыскал могилу дяди и вместе со своим сыном Тимуром поклонился политой кровью земле. Иначе и быть не могло, ведь отец называл его Касымом в честь погибшего на войне брата. Жители деревни Трубино и сегодня хранят память о войне, ухаживают за братским захоронением, где покоится прах сотен советских бойцов. Воздвигнут монумент «Воин, склонивший голову», вечная память героям. В деревне Трубино, вспоминает Какэ Токаев, он нашел бабушку, которая помнила военные годы. Увидев Касым Жомарта Кемеловича, она сразу сказала: «Ты на Костю похож. Здесь во время войны был казах, его все называли Костей». Сомнений не было, бабушка помнила именно Касыма Токаева. Как нередко случалось в те годы, казахские имена в народе бесхитростно переиначивали в более привычные. Трубино, расположенное к северо-западу от Ржева, было освобождено в январе 1942 года, а затем фронт остановился в нескольких километрах к югу от деревни, и она надолго стала прифронтовой. По словам бабушки, которая тогда была подростком, Костя, Касым, даже ухаживал за ее старшей сестрой и обещал, если останется жив, жениться на ней после войны. Когда он уходил в свой последний бой, то обернулся на прощание, а сестры кричали ему: «Не оборачивайся». Такое было народное поверье. К вечеру политрука Касыма Токаева привезли на телеге убитым. Касым Жомарт Кемелович спросил у бабушки: «А как он был убит? Осколком снаряда или пулей?» Бабушка ответила: «Пулей. Немецкие снайперы охотились за нашими политруками. Мы в семье, пишет Токаев, чтим память о моем отце и дяде Касыме. Мы помним обо всех воинах-героях, навечно оставшихся на полях сражений во имя нашей мирной жизни». Когда в 2019 году президента в интервью спросили о семейной памяти, он процитировал строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Ржевом. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть, и родимой отчизне с честью дальше служить. И у мертвых безгласных есть отрада одна, мы за родину пали, но она спасена». После паузы поделился личным: «Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню Трубино, меня сопровождал мой сын, и там в братской могиле я рассыпал эту землю с могилы отца, а затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез в Алматы». Повзрослевший 18-летний Кемел прошел ускоренные сержантские курсы во Фрунзенском пехотном училище. И летом 1942 года был направлен командиром отделения в 226-ю стрелковую дивизию, которая формировалась в Оренбургской области и вошла в состав Сталинградского фронта. Это был один из самых тяжелых периодов войны. Германские войска рвались к Волге. Но что такое Сталинград географически? От него до административной границы Казахской ССР, до территории бывшей Букеевской Орды была всего сотни километров, а от низовьев Волги и того ближе. Западный Казахстан стал по сути прифронтовым. В августе 1942 года территория Гурьевской, сегодня Атырауской области, была объявлена на военном положении. В Уральске и Гурьеве возникли комитеты обороны. Значение региона было в том, что с выходом германских войск к Северному Кавказу нарушились традиционные поставки стратегического сырья, бакинской нефти, и Гурьев стал самым близким к фронту поставщиком. В городе ввели полное затемнение в ночное время. Над нефтепромыслами уже появлялась вражеская авиация. Диверсанты пытались вывести из строя нефтепровод, по которому нефть из Гурьева поступала в Орск, на эвакуационный
на эвакуированный из Баку крупнейший нефтеперегонный завод. Все это означало, что германская армия стояла у самых ворот Казахской степи. Сержант Кемель Токаев, как и другие воины, защищал не только общую большую страну, но и свой родной Казахстан. Как фронтовик он доподлинно знал, что такое смелость и что такое страх. Особенно при первой встрече с противником. В своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну» он правдиво описал, как впервые встретился со смертью, оказавшись вместе с новобранцами в эшелоне под бомбовым ударом немецкой авиации. Но в том-то и дело, что кто-то преодолевал страх и становился воином, а кто-то не мог от него избавиться, сдавался в плен и искал иные пути, чтобы не участвовать в боях. Полк, в котором довелось служить отцу, пишет Касым-Жомарт Токаев, был многонациональным. В основном состоял из русских, были в нем украинцы, татары, белорусы, узбеки и представители других народов. В полку служили 2 казаха, одним из которых был мой отец. Полк отличался высокой дисциплиной и спаянностью. В каких-либо разборок национальной почве не было. Всех однополчан объединяла общая цель – победа над фашистским агрессором. В те военные годы чувство патриотизма было достаточно сильным. Оступившихся жестоко карали, предателей не прощали. Война всех расставила по своим местам. В почете были смелые, отчаянные и сообразительные бойцы, а трусы и лицемеры не пользовались ни малейшим уважением среди солдат. Упорные бои на Сталинградском фронте закалили характер сержанта Токаева. Он был награжден медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги. Через 3 месяца боев Кемел был ранен, но долго оставаться в военном госпитале не захотел, вернулся в строй и был направлен командиром отделения автоматчиков в 7-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва. Само название «Полк прорыва» говорило о том, что он предназначен для ведения наступательных действий. Поэтому полк был укомплектован тяжелыми, мощными, но достаточно быстроходными танками КВ-1С и подразделениями автоматчиков, которые в качестве танкового десанта выдвигались на броне на поле боя. Задачей автоматчиков было вступление сходу в бой и подавление огнем в ходе атаки живой силы противника. Ветераны войны подтвердят, со слов отца пишет Касым-Жомарт Токаев, что для участия в подобного рода боевых действиях от солдат требовались сильная физическая подготовка, снайперские навыки и, самое главное, высокий боевой дух. В июле-сентябре 1943 года на полк под командованием подполковника Петра Юлиановича Карбута участвовал в прорыве хорошо укрепленного немецкого Миус-фронта на юго-востоке Украины и в боях за город Сталина, ныне Донецк. За подвиг в бою, когда, находясь в горящем танке, подполковник Карбут продолжал руководить наступлением, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В ходе исключительно ожесточенных боев, когда Красной Армией был освобожден Донбасс, сержант Токаев дважды, в августе и сентябре 1943 года, награждался медалью за отвагу. Как указывается в наградном листе, он действовал решительно и отважно, под сильным огнем непрерывно держал связь с танками. Огнем автомата уничтожил до 20 гитлеровцев. А когда танкам надо было форсировать водную преграду, быстро нашел брод и провел танки через препятствия. Подчеркнем, медаль за отвагу была наиболее ценима среди фронтовиков, так как вручалась за личную храбрость, проявленную в бою. Война, пишет Касым-Жомарт Кемелович, наложила глубокий отпечаток не только на биографию отца, но и на его характер. В 18-летнем возрасте, попав на фронт, он закалил свой характер, получил полное представление о сути человеческого бытия, о добре и зле, жизни и смерти. Он стал мужественным и стойким, но не жестоким человеком, целеустремленным, но не циничным. Именно тогда, в годы Великой Отечественной войны, в ходе тяжелых битв с жестоким врагом, он дал себе клятву верно служить отчизне и своему народу, если останется жив. На фронте он стал членом коммунистической партии. В ноябре 1943 года после переформирования 7-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва, командир подполковник Георгий Кухтинов, он был включен в состав 1-го Украинского, затем 2-го Белорусского фронта. Гвардейцы с боями освобождали Украину, Беларусь, Польшу. Особенно ожесточенными в Европе были бои за Польшу и Венгрию. За ними лежал Третий рейх. Касым-Жомарт Токаев вспоминает: «Слушая рассказы отца, я часто представлял себе, как он сидит на танке с автоматом в руках, затем спрыгивает с него и с криком «За Родину, за Сталина!» автоматной очередью
очередью расстреливает вражеских солдат. Теперь же, глядя на некоторых современных 20-летних, порой инфантильных ребят, я не перестаю гордиться мужеством наших отцов, которые, вопреки жестокой логике войны, сумели сломать хребет фашистской гидре. За доблесть и мужество, проявленные в боях за освобождение Польши, гвардии сержант Такаев в январе 1945 года был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Тогда же в январе он получил тяжелое ранение. Разрывная пуля снайпера пробила правую ногу. Через несколько часов его, находившегося без сознания от потери крови, спасли девушки-санитарки, вытащив на носилках с поля боя. И до конца жизни Кемел благодарил судьбу, что получил ранение не на вражеской территории и тем самым избежал плена. Как откровенно говорили фронтовики, лучше смерть, чем плен. Сначала Токаев попал в военный госпиталь в Белоруссии в Гомеле. Хирурги склонялись к ампутации, но Кемел решил не сдаваться. Его отправили санитарным эшелоном в Омск, в крупный эвакуационный госпиталь, номер 1494. Заметим, что решение о создании этого тылового госпиталя было принято уже 24 июня 1941 года, на третий день войны, а всего через него прошло около 50 тысяч бойцов. Там Кемел находился на излечении с февраля по июнь 1945 года. Врачи сделали все необходимое, удалили часть осколков, зашили рану, наложили гипсовую повязку, ввели противовоспалительное лечение, и молодой организм справился. Произошло очищение раны, заживление. Кости голени срослись. Однако передвигаться он мог только на костылях. Это была вторая группа инвалидности. Примечательно, что в 2020 году в Омске на фасаде того самого госпиталя ветеранов войны по улице Юрия Алексеевича Гагарина в историческом районе города, в 2 шагах от городской администрации и площади Победы, установлена мемориальная доска, посвященная гвардии сержанту Кемелю Токаеву, впоследствии известному писателю. На доске слова искренней благодарности. Низкий поклон омским военным медикам за спасение жизни раненых и милосердие. Как подчеркнул президент, я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце и в целом о ветеранах войны. Отметим и еще один символический момент. В смежном с госпиталем здании в 1920-1950-х годах располагалось и готовило национальные кадры учителей, известное в Казахстане и Сибири Казахское педагогическое училище, ныне Омское педагогическое. В последующем лечение Кемеля Токаева продолжилось, были дополнительные операции. Дело омских врачей продолжил тогда еще начинающий ортопед Гавриил Абрамович Илизаров. Надо подчеркнуть, что будущий герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, всемирно известный академик и изобретатель восстановительного аппарата Илизарова, только что в 1944 году окончил Симферопольский медицинский институт, эвакуированный из Крыма в Кызыл-Орду. Он и поставил Кемеля на ноги, научил заново самостоятельно ходить. Костыли теперь были не нужны. Это была победа врачей и самого Кемеля. В Алма-Ате, кстати, за его медицинской реабилитацией наблюдал основатель Казахстанской клинической экспериментальной хирургии, доктор медицинских наук, вскоре ставший академиком АН Казахской ССР, Александр Николаевич Сызганов. Наступил мир, война постепенно уходила в прошлое, но пройденные на ней испытания не могли быть забыты фронтовым поколением. Многие фронтовики говорили, что память не отпускала их даже много лет спустя. Так было и с Кемелем Токаевичем. Где-то за 5 лет до своей кончины отец часто вспоминал те или иные эпизоды, а по ночам вскрикивал, отдавая боевые команды своим сослуживцам. В те годы повзрослевший Касым Жомарт не раз расспрашивал отца об этих беседах. Президент вспомнит в одном доверительном интервью. Отец был истинным фронтовиком, в том смысле, что я всегда помнил, как тяжело приходилось на поле брани. Я интересовался некоторыми деталями той войны. Не могу сказать, что он был щедрым на разговоры, как все фронтовики. Они были очень скромны в своих воспоминаниях. Мой отец написал автобиографический роман «Солдат ушел на войну», где фактически рассказал все о том, что ему довелось пережить. Действительно, война была великим испытанием для всего народа. Как и другие ветераны, Кемель Токаевич с большим интересом смотрел фильмы о войне, читал о ней книги, однако далеко не все принимал, считая, что некоторые произведения грешат против истины. Так он скептически относился к тенденции, возникшей при
принижающий роль советских полководцев Жукова, Рокоссовского, Малиновского, Конева и других в победе над Германией и выпячивавший действия партизан. Ветераны войны хорошо знали, что решающий вклад в победу внес фронт, солдаты, офицеры и маршалы регулярной Красной Армии. Только в 1965 году после отстранения Хрущева в СССР стали по-настоящему отмечать День Победы. День, ставший по инициативе Брежнева, нового генерального секретаря ЦК КПСС, всенародным праздником и выходным днем. Впервые в истории военный парад 9 мая состоялся в том же 1965 году, и впервые тогда по Красной площади было пронесено Знамя Победы. Почти треть участников парада составляли участники Великой Отечественной войны. Касым-Жомарт, которому в том году исполнилось 12 лет, смотрел вместе с отцом телетрансляцию. Помнится, в 1965 году мы с ним наблюдали военный парад, посвященный 20-летию победы над фашистской Германией. Чеканный шаг солдат и торжественная музыка произвели на отца сильное впечатление. Он тогда еще молодой человек, прослезился и сказал мне: «Не зря воевали. Жалко, что многие фронтовики не увидели всего этого». До конца жизни для отца главным праздником был День Победы. Как вспоминает Касым-Жомарт Кемелевич, День Победы в семье мы отмечали непременно, тем более приходили друзья, в том числе и фронтовики. Отмечали весело и, можно сказать, масштабно. Отец, как внутренне сильная и цельная личность, имел свой взгляд на войну и не скрывал его, несмотря на меняющиеся политические ветра. Он смотрел на войну не узко, односторонне, а всеобъемлюще. Всю жизнь отец с большим уважением относился к фронтовикам, чтил Сталина и советских маршалов, недолюбливал Хрущева, а также барзаписцев, писавших неправду о войне. Уже став признанным писателем, Токаев-старший в книге «Таинственный след» в 1976 году вложил в уста своего героя такие слова: «Я не согласен с теми, кто считает войну далеким прошлым и не хочет вспоминать о ней. Нет, забвений не просят ни живые, ни мертвые. То, что мы пережили, забыть нельзя». По сути, так думал всегда и сам автор. Став президентом, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев счел необходимым подчеркнуть в интервью отцовское отношение к войне. Он, отец, оставался человеком, который был благодарен Сталину за победу в войне. В этом большое жизненное противоречие. С одной стороны, из-за Сталина он оказался сиротой, с другой, он считал Сталина великим главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза. Для меня Сталин, конечно же, крупная историческая личность, но как всякая крупная историческая личность, Сталин был противоречивой фигурой. Все же массовые репрессии, в том числе и на территории Казахстана, нельзя никак простить. Очень много казахской интеллигенции погибло от рук сталинских сатрапов в тюрьмах, практически ни за что. С другой стороны, я согласен с отцом, что Сталин в самый критический момент оказался на месте, возглавил Советский Союз и повел нашу страну к победе. Все эти серьезные и глубокие рассуждения свидетельствуют о том, что Кемель Токаев мыслил честно, независимо, и своим примером учил сына. Современные историки также могли бы взять у него пример взвешенного неодностороннего мышления. Помнить следует и о фронте, и о тыле. В интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Соломоновичу Гусману в мае 2020 года, в канун 75-летия Победы, президент Казахстана еще раз отметил: «Для нас, казахстанцев, это великий праздник, это День Великой Победы. И прежде всего это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жесткой, самой кровопролитной войне в истории человечества. Мы помним имена наших героев». Из Казахстана на фронт было призвано 1 200 000 бойцов. Президент назвал некоторые имена героев, известные всем: Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Алия Молдогулова. И продолжил: «Вы правильно отметили, что Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду. Надо сказать, что и после военного восстановления экономики было делом общим. Казахстан, естественно, принял самое активное участие в восстановлении экономики Украины, Беларуси и даже Российской Федерации. Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад. Это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой. Тыл своими людьми
оружием, снабжением и ресурсами обеспечил победу на фронте. Поэтому в статье «Абай и Казахстан в 21 веке» в том же 2020 году Касым-Жомарт Кемелович подчеркнул: мы не забываем, что труд поколения наших родителей в тылу стал огромной силой, принесшей победу над фашизмом. Вообще писать о людях 20 века сложно, и не только о вождях, но и о рядовых. На нашей памяти были времена не такие уж далекие, когда происходившее в 20 веке являлось предметом безудержного, некритичного возвеличивания. Потом наступила другая крайность – разоблачение и очернение. Но где же в таком случае правда, где истина? Где объективный взгляд потомков на эпоху, взгляд, о необходимости которого говорил еще 2000 лет назад римский историк Тацит, взгляд «Сайн ира эт студио» без гнева и пристрастия. В этой связи показательна позиция президента КК Токаева относительно непрекращающихся попыток принизить роль Советского Союза в достижении победы над нацизмом. Я категорически против фальсификации истории. Конечно же, заслуги наших союзников в те годы, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств, умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима, но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы – это значит идти против исторической истины. В твердой и последовательной позиции главы государства присутствует обоснованная гордость за поколение отцов, защитивших Отечество, добывших своим ратным трудом долгожданную победу. Для Касым-Жомарта Кемеловича отец всегда был образцом настоящего человека. Через гены и личный пример он воспринял от него и острый ум, и необходимую твердость. Примечателен отзыв Гусмана, сделанный в мае 2021 года, через год после встречи с президентом. Я имел честь брать интервью у действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева. И, должен сказать, под большим впечатлением от этой беседы. Насколько я могу судить, для президента Казахстана отец всегда был примером. Примером личности сильной, целеустремленной, несгибаемой. Я так понимаю, именно с него всю жизнь Касым-Жомарт Токаев стремился брать пример. Слова мэтра высокой журналистики, проницательного интервьюера, говорят сами за себя. Великая Отечественная война, объединившая народы Советского Союза, стала для Кемеля Токаева первым университетом. Рожденный в сельской глубинке, в традиционной казахской семье, он долгое время практически не знал русского языка. Однако обстоятельства жизни и эпохи, интернат при заводе, пехотное училище, фронт, госпиталь – все это имело особое значение для расширения его социокультурного горизонта и активной коммуникации. Сохраняя полное владение казахским языком, он познал и русский язык, что имело существенное значение для его жизни и карьеры. В семье, как отмечает Касым-Жомарт Кемелович, сохранились личные послевоенные блокноты отца, куда он своим красивым почерком вписывал грамматические правила и примеры, конспектировал произведения русских писателей, заучивая наизусть целые абзацы. Интерес к языку и литературе определил направление послевоенной жизни Кемеля. Он решил дальше учиться, продолжать свое образование. Фронтовикам тогда были предоставлены льготы. Он приехал в Алма-Ату и в военной форме с наградами и на костылях пришел в приемную комиссию Казахского государственного университета имени Кирова. Так сильно было у 22-летнего сержанта-фронтовика стремление к знаниям. Когда его спросили, на каком факультете он хотел бы учиться, ответил, что мечтал стать журналистом. Так, в победном 1945 году, фактически и без экзаменов, он стал студентом филологического факультета КазГУ. Впоследствии отец рассказывал сыну, что поступление в университет было к тому времени самым счастливым событием в его многотрудной и горестной жизни. Говорил он и о том, что учиться ему было трудно, но интересно. Преподавательский состав был сильный. На старших курсах Кемелю посчастливилось слушать лекции классика казахской литературы Мухтара Амархановича Ауэзова. Университет есть университет, царство науки и знаний. С университетских времен до конца жизни родной стихией Кемеля Токаева оставался казахский язык. Не раз он повторял, что казахский язык – это по своему многообразию не имеет аналогов в мировой лингвистике. С другой стороны, он понимал значение русского языка, грамматическими тонкостями которого также овладел в полной мере.
Если посмотреть итоги учебы в университете, то в его дипломе одни пятерки и четверки. Появился круг сокурсников, с которыми Кемель впоследствии поддерживал дружеские связи. Воля и тяга к знаниям, соединившиеся с усилиями врачей, сделали свое дело. В жизни Кемеля Токаева началась новая глава, а его дела, что называется, постепенно пошли в гору. Окончив в 1948 году Казгу, он сначала был направлен в Джамбул, где год проработал в областной газете, а затем перевелся в Алмату в республиканскую детскую газету «Казахстан Пионере», сегодня газета «Улан». Сначала в качестве журналиста, а через 2 года стал главным редактором, был избран членом ЦК Комсомола Республики. Вообще не должно было возникать иллюзий, что писать для детей и подростков просто. Скорее наоборот, это сложнее, ответственнее. Взрослый читатель в известном смысле все стерпит, а вот писать так, чтобы заинтересовать детей, и не просто сочинять, а позитивно, созидательно влиять на них, направлять, способствовать и умственному, и нравственному росту. Это вдвойне непросто. Вот о каком творческом пути в начале 1950-х годов стал задумываться Кемель Токаев. Работая редактором, журналистом, но одновременно писал рассказы, и первый свой сборник «Звездный поход» посвятил казахстанским пионерам. Книга была издана в 1954 году. Сегодняшним школьникам слово «пионер» мало что говорит, однако надо понимать, что созданное в начале 1920-х годов по примеру мирового скаутского движения «Пионерия» была существенным компонентом всестороннего воспитания подраставшего поколения. Воспитание, в котором была не только идеология, но и ориентация на здравый, активный образ жизни. Был этот элемент игры, который так интересен в детстве. Так или иначе, несмотря на некоторые язвительные отклики, Кемель Токаев твердо решил стать писателем. В год выхода первой книги ему исполнился 31 год. В памяти Касым-Жомарта из детских лет сохранились картины ночных бдений отца. В 50-е годы наша семья жила в очень стесненных жилищных условиях. Мы все умещались в одной комнате, коммунальной квартиры. Я просыпался и видел отца, склоненного над скудным светом настольной лампы над листами бумаги. В левой руке он держал дымящуюся папиросу, а правой выводил своим каллиграфическим почерком одно слово за другим. Затем он о чем-то задумывался, закуривал новую папиросу и, макая ручку в большую чернильницу, продолжал писать. Не только статьи, но и первые книги начинающий литератор писал собственноручно, и не на пишущей машинке, что требовало, конечно, особой сосредоточенности, времени, терпения. В те времена в писательском труде еще преобладала ручная работа. Как журналист Кемель Токаев писал для центральных газет республики «Социалистык Казахстан», современная «Егемен Казахстан» и «Лениншил Жас», ныне Жас Алаш. Когда началась всенародная эпопея освоения целины, он добросовестно освещал в своих статьях ее победы и трудности. Был награжден медалью за освобождение целинных земель. Как вспоминает Токаев-младший, этой наградой мой отец очень сильно гордился, что вдвойне значимо, так как Кемель Токаев был фронтовиком, имел боевые награды. Что бы ни говорили позднейшие критики, но именно благодаря целине Казахстан стал зерновой державой. Кстати, взгляд на целину отца и сына не расходятся, как подчеркнул в интервью президент Токаев. Глубоко убежден, что освоение целины – это один из самых уникальных рукотворных проектов, созданных человечеством. Перо Кемеля Токаева было заметным явлением казахской журналистики и писательского мира 1950-1960-х годов. В конечном счете талант, помноженный на труд, принес успех и высокое признание. Поворотным моментом в творчестве отца стал выбор жанра, куда идти, в каком направлении творить. Продолжать писать для детей или попробовать что-то новое, даже неожиданное. Для любого литератора, особенно молодого, такие вопросы весьма важны. Задавал их себе и Кемель, увлекавшийся в 1950-е годы детективным криминальным жанром, и у него получилось. Через 3 года после издания своей первой книги, пишет Касым-Жомарт Токаев, отец завершил работу над очень интересным произведением, посвященным нелегкому труду сотрудников милиции. Очень удачно было название книги. Оно поместилось в одно слово, но звучало весьма многозначительно. Таскын. Поток.
До публикации этой книги, 1958 год, подобного рода художественных произведений на казахском языке по существу не было. Отец первым вступил на эту стезю. Это было интересное время. Время оттепели, когда после суровых послевоенных лет открывались и обсуждались новые темы. Более разнообразной и интересной становилась пресса, жизнь творческого цеха. Новая книга Токаева была не только замечена читателем, но и в республиканском конкурсе художественных произведений, посвященных деятельности органов милиции. Таскын получил первую премию. Это была первая литературная премия в жизни писателя и не последняя. А вот группа поддержки читателей бегает там. Купаться будут, кайфуши. Ну ладно, я потом тоже искупаюсь. И не последняя. Как и детский жанр, детективный требовал особого стиля. Здесь невозможно писать сухими казенными словами. Требовался динамизм, сюжет и авторский креатив. В произведениях Кемеля все это имелось. Однако до него в казахской литературе такой акцентированный жанр не развивался, и Токаев, вступив на новый для себя путь, стал по сути основателем детективного жанра в казахской литературе середины XX века. Кроме того, выбор был оправдан и с точки зрения читательской популярности. Вертолет летит, не дает читать нам. Ладно, снимем вертолет. Правда, ничего не вижу, солнце светит. Что-то вертолеты разлетались тут у нас. Интересно, наверное, слушать книгу тоже. Так, где я остановился? Кроме того, выбор был оправдан с точки зрения читательской популярности. Сейчас это назвали бы удачным маркетинговым ходом. А тогда, в оттепельной ситуации конца 1950-х, начала 1960-х годов, читающая публика ждала не только больших производственных романов и длинных эпопей, но и более энергичных и динамичных по стилю приключенческих детективных рассказов и повестей. В библиотеках и в магазинах такие книги шли, что называется, на расхват. Их читала и молодежь, и более старшее поколение. В библиотеках за детективами была очередь, а в книжных магазинах они сразу исчезали с полок. Наличие же подборки детективов в домашней библиотеке становилось предметом законной гордости ее владельца. В 1900... Еще один вертолет. Что у них тут? Вертолетная прогулка, что ли? Мы тут вообще книгу читаем, а вы тут летаете. В 1960-1970-х годах Кемел Токаев издал целый ряд сборников рассказов, повестей, пьес. Среди них «Думы о будущем», «Ночной выстрел», «В случае саргования», «Таинственный след», «Убийство перед закатом», «Красный комиссар», «Кто преступник?» И молодежь, и более взрослое поколение зачитывались его книгами. Внес свой вклад писатель и в литературу о таком сложном и рискованном деле, как защита государственной безопасности. Его повесть «Меченое золото», созданная на основе реальных событий, была включена в коллективный сборник «Не жалея жизни», 1977 год, посвященный чекистам-казахстанцам. Вообще сюжеты книг Токаева были фантастичны. Он опирался на документальные материалы МВД и КГБ, это была очень серьезная база. Впоследствии его сын напишет, что с удивлением и даже с восхищением рассматривал тысячи блокнотных листов с подобранным изложением уголовных дел, которые в свое время находились в ведении правоохранительных органов республики. Речь идет о многочисленных выписках, сделанных его отцом из секретных документов и хранящиеся сегодня в Государственном архиве. Все, кто близко знал Кемеля Токаевича, утверждают, что он был истинным интеллигентом. Это качество передалось и детям. Его отличала особая сдержанность, несуетность, даже подчас молчаливость. Он мог сосредоточиться на своих мыслях, и когда была возможность поразмышлять в одиночестве. Токаев много работал с документами МВД и КГБ, но никогда не использовал нелицеприятную информацию и свои связи с органами для сведения счетов. Невозможно представить, отмечает его сын, чтобы он написал жалобу на кого-либо из коллег-писателей в ЦК партии или КГБ, или же организовал какую-нибудь пасквильную публикацию. Никогда он не был и перевертышем ни во времена Хрущева, ни во времена Брежнева и Кунаева. В конце концов, честность и честь – это слова от одного корня.
Не раз повести Кемеля Токаевича получали первые места на писательских конкурсах. Заметим, что тиражи книг в 1960-1970-х годов составляли десятки тысяч, а то и 1-2 сотни тысяч. Сегодня этому можно по-хорошему позавидовать, хотя ныне большие тиражи отчасти может заменить интернет. Следует подчеркнуть, что книги Токаева, несмотря на детективный жанр, нелегковесны. Это не чтиво, в них заключен не просто приключенческий или криминальный сюжет, но и глубокий смысл, непримиримый конфликт между государственными интересами и стремлениями отдельных людей к непомерному и незаконному обогащению. С точки зрения писателя этот конфликт мог быть разрешен только последовательно и бескомпромиссно. Как заметил К.К. Токаев, книги отца являются своеобразным отражением его характера. Он был степным, солидным человеком. Даже по рукописям книг можно определить присущую ему аккуратность и основательность. Так же, как и по внешнему облику, с фотографий на нас смотрит серьезный, внутренне сосредоточенный и много повидавший в жизни человек. Надо подчеркнуть и другое. Писательскими успехами Кемель Токаев был обязан не родственным связям и не кумовству, а личному желанию учиться и развиваться как литератору, своим целеустремленным усилиям. Он, росший с детских лет сиротой, никогда не мог рассчитывать на то, что его поднимут родители, замолвят слово родственники и так далее, а надеялся только на себя. Но у него имелся один колоссальный плюс. Он был человеком военного поколения победителей, и система открывала дорогу таким самостоятельным крепким личностям. Надо сказать, что Кемель Токаевич не был вольным художником, который только и делал, что свободно творил. В 1950-1970-х годах он непрерывно трудился в государственных органах, в газетах и в президиуме Верховного Совета Казахской ССР. А для такого совмещения службы и творчества необходимы были сильная воля и большое трудолюбие, особая работоспособность и высочайший уровень самодисциплины. Без этого никаких успехов добиться было невозможно. Касым-Жомарт Кемелович вспоминает: возвращаясь после работы поздно вечером, он после ужина и просмотра телевизионных новостей, как правило, засыпал, но уже в 3 часа ночи был на ногах, умывался, пил чай и садился за работу. До самого утра он читал, писал от руки или же печатал на машинке, а в 8 часов утра неизменно был готов пойти на службу. И в те годы, и тем более сегодня, когда люди привыкли к комфорту, найти человека на государственной службе, столь преданного индивидуальному творчеству, весьма проблематично. Кемель Токаевич стремился к росту своей читательской аудитории, и его, опытного литератора, не мог не волновать вопрос перевода книг на русский язык. Прозу писателя в разное время переводили такие стилистически различные алматинские литераторы, как Петр Иванович Якушев, Бахаджан Мамушулы, Ростислав Викторович Петров. Притом он сам хорошо ориентировался в переводческом деле. Как-то в начале 1980-х писатель Владислав Васильевич Владимиров, с которым Кемель Токаевич был в дружеских отношениях, напрямик спросил: «Но зачем тебе, дорогой Кемель, даже самые искусные переводчики, если ты сам русским литературным языком отлично владеешь?» Не совсем так», — решительно возразил Токаев. «Толмач толмачу рознь. Я и у Пети многому подучился, и у Бахаджана, и у Ростислава. Вот Василию Быкову куда легче себя переводить с белорусского на русский, одного корня языки». И действительно, отличия тюркских и славянских языков таковы, что авторский перевод между этими языками не такое простое дело. Поэтому Токаев без всякого снобизма признавал работу переводчиков. С другой стороны, не все работали над художественным стилем и соответствием казахскому оригиналу так, как, например, в свое время Анна Борисовна Никольская. В этой ситуации, пишет Касым-Жомарт Токаев, отец как мог пытался исправить погрешности в переводах, подолгу засиживался над текстами. Так он фактически совместно с Ростиславом Петровым работал над переводом романа «Последний удар», и в итоге отец впервые за всю свою творческую деятельность остался доволен переводом. Это произведение, ставшее знаменитым явлением казахской прозы, было посвящено спецоперации чекистов, семиречью по ликвидации генерала и атамана Александра Дутова в Восточном Туркестане в 1921 году. На казахском языке роман «Соңғы соққы» вышел в 1981 году. Особенность романа в том, что написан он на документальной основе. Дело в том, что еще в 1970 году на большой советский экран вышел фильм Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Кончаловского.
где в вольной художественной форме в стиле Истерна о временах гражданской войны была показана борьба с ушедшим из Оренбурга в Синьцзян атаманом Дутовым. Касым-Жомарт признается, что когда в 1970-е годы отец взялся за роман, то его тогда студента обуревали сомнения, что из этого выйдет. Ведь фабула событий уже известна, однако отец оказался прав, так как учел главное. Сценарий фильма весьма далек от документальности. События изложены в произвольной интерпретации. Изменено было и имя главного героя-чекиста. Требовалась более правдивая версия, пусть и художественная. Спецслужбы Алматы и Москвы открыли для писателей свои материалы, и опытный Кемел Токаев шаг за шагом, более точно и реалистично, стал раскрывать в романе операции и образы чекистов. Касымхана Чанышева, Василия Давыдова, Махмуда Ходжамиарова, а также красных военных руководителей Семиречья, Ураза Джандосова, Багаудина Шагабудинова. Последний удар вышел на русском языке в 1986 году. Историческая правда была восстановлена. Следует подчеркнуть, что Кемел Токаевич в первой половине 1980-х годов сделал еще одно большое дело, может быть даже более важное. Он понял, что пришло время написать автобиографический роман, в котором была бы отражена не только его персональная судьба, но судьба всего военного поколения. Как отмечает Касым-Жомарт Кемелович, мне лично роман «Солдат ушел на войну» импонирует тем, что он на редкость правдив. Последний фундаментальный творческий труд Кемеля Токаева. Это, по сути дела, летопись одного из сложнейших периодов истории казахского народа, неотъемлемой частью которого был он сам. Я часто беру эту книгу в служебной командировке и в свободное от встречи переговоров время с душевным удовлетворением вновь и вновь перечитываю ее. Романы «Солдат ушел на войну» и «Последний удар» стали свидетельством роста творческого потенциала и индивидуального авторского опыта Кемеля Токаева, вступившего в пору интеллектуальной зрелости. Он был полон замыслов. Однако перевод романа «Последний удар», опубликованный в 1986 году, оказался последней книгой, которую держал в руках писатель. В том году он безвременно скончался. Его уход стал большой потерей для творческого сообщества Казахстана. До обретения независимости оставалось еще 5 лет. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Кемеля Токаевича Токаева. Исполняется 100 лет героическому поколению, которое встретило в 1941 году 18-летними, и современная конъюнктурная критика 20 века не должна перечеркивать жизнь и деяния отцов, как бы ни изменилась жизнь, пишет Касым-Жомарт Кемелович. Как бы качественно не выросло сознание человека, наше прошлое – это духовное богатство, созданное силой и энергией, разумом и интеллектом наших отцов. И его ни в коем случае нельзя отбрасывать в небытие. Справедливые слова. Задумаемся над ними. Ведь не хотим же мы, чтобы память о нас самих отправилась спустя десятилетия на свалку истории. Однако, чтобы помнили нас, должны помнить и мы. О чем думал Кемель Токаевич в последние годы жизни? О том, наверное, о чем думают все родители, чтобы дети прочно встали на ноги, обрели уважение в обществе. И отцовская мечта сбылась в полной мере. Касым-Жомарт, старший сын, стал в 2019 году президентом Республики Казахстан. Дух отца спокоен. Касым-Жомарт родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Отцу, начинающему литературу, было тогда 29 лет. Его избранницей и верной спутницей жизни стала Турар Шабарбаева, симпатичная студентка Казахского государственного медицинского института. В год рождения первенца молодой маме было 22 года. Счастливая семья выбрала имя своему сыну с глубоким смыслом. Отец посчитал своим долгом назвать его Касымом в память о погибшем на войне брате, а мама, мечтающая видеть сына человеком, наделенным щедростью и широтой души, назвала Жомартом, щедрым. Так у первенца в семье Токаевых появилось редкое и многозначительное двойное имя – Касым Жомарт. В детстве его обычно будут звать кратко Жомарт. У мамы на первом плане была семья, а потому окончить институт ей все же было не суждено. Забота о семейном благополучии мужа и детей, домашнее хозяйство стали на многие годы главным ее делом. И не только в младенчестве, но и когда старший сын подрос, она проводила с ним немало времени. Мама была хорошей рассказчицей, вспоминает Касым-Жомарт Кемелович. Наверное, в моем лице она находила благодарного слушателя. Впоследствии, когда мама стала работать в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков, именно она способствовала углублению интереса старшего сына к познанию языков.
Вообще-то, как любила своих детей наша мама, пишет президент, передать своими словами просто невозможно. Жизнь и судьба детей и внуков стали по существу ее судьбой. Примечательно, что в детские годы Жомарт не был просто городским мальчишкой. Он знал и аульную жизнь. Не раз летом в 50-60-х годах он жил у бабушки, маминой мамы, в ауле Аксенгер. Бабушку в семье Токаевых уважали, потому что она обладала не только природной добротой, но и большой жизненной силой и твердым характером. Понапрасну баловать внуков было не в ее правилах. Дом бабушки, вспоминает Касым Жомарт Кемелович, всегда был любимым пристанищем для многочисленных внуков, особенно в период летних каникул. Выезжая в аул Аксенгер, мы общались и дружили с деревенскими ребятами, привыкая к сельской жизни. Впоследствии тот опыт мне очень пригодился. Там, в ауле, Жомарт, как когда-то и его отец, играл с соседскими мальчишками в осаки и чехарду, гонял мяч и купался, сидел у костра, помогал бабушке, слушал рассказы старших. Так он впитывал в себя народный дух. Турар, мама Жомарта, была родом из села Коктал, Алма-Атинской области. Как пишет сын, мама училась в родном селе в русской школе, поэтому она говорила по-русски без малейшего акцента. Очень грамотно излагала мысли в письменной форме. Она была по-настоящему двуязычной, прекрасно владея и родным казахским языком. Турар с детства очень любила казахские песни, айтысы, а позже и следила за новинками казахской литературы, читала журналы и газеты на казахском языке. Вообще для родителей Жомарта родной язык был, естественно, средой повседневной домашней жизни. Это важно и остается в сознании навсегда. Отец, вспоминает президент, многое рассказывал из истории казахского народа, и о голоде, и о ханском периоде, о хане Кенесары, о нашем великом поэте и философе Абае. Отец, естественно, говорил на казахском языке. Мама была двуязычной, хорошо владела казахским языком и очень хорошо русским. Я учился в русской школе, но дома слышал постоянно казахскую речь, поэтому мы росли в двуязычной среде. Вот в такой семье, где ценилось доверие, интеллект, знания, культура, языки. Рос и воспитывался будущий политик. Родительские гены и особая атмосфера интеллигентной алматинской семьи – все это показало огромное определяющее влияние на становление юного Касым Жомарта. Не случайно, когда в начале 2000-х годов Токаев работал над книгой «Преодоление», в которой отражено немало автобиографических моментов, он решил посвятить ее светлой памяти отца и матери. Родители смотрели на старшего сына по-особенному. Был такой случай. Касым Жомарту исполнилось 16 лет. Тогда, летом 1969 года, Алма-Ату с официальным визитом посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Повод был торжественный – вручение Республики Ордена Ленина, высшей награды Советского Союза. Как известно, глава СССР относился к Казахстану исключительно тепло. Еще в 1954-1956 годах он работал в республике в должности второго, а потом и первого секретаря ЦК КПК. Жил в Алма-Ате в старом особняке на углу улиц Фурманова и Курмангазы. Динмухамед Ахмедович Кунаев возглавлял в те годы Совет министров Казахской ССР. И вот теперь, в 1969 году, алматинцы встречали кортеж первых руководителей Советского Союза и Казахстана. Среди встречающих на проспекте Ленина была и семья Токаевых. Когда правительственный кортеж скрылся из виду, мама сказала отцу: «Я загадала желание, пусть такая же достойная и счастливая участь не обойдет стороной нашего Жомарта». Кемел Токаевич одобрительно кивнул: «Дай-то Аллах». Отец никогда не скрывал, что возлагает на сына большие надежды, хочет видеть его известным человеком, занимающим крупные государственные посты. По-человечески, конечно, поразительно, как родители провидически думали о будущем своего сына, откуда и из каких глубин их сердца проистекала эта вера и надежда. И особенно примечательно, что, как показала жизнь, родительские пожелания оказались адекватны потенциалу сына. В те годы показателем духовно богатого интеллектуального уровня семьи не в последнюю очередь была домашняя библиотека. То, какие книги в семье читали и покупали, какие хранили на книжных полках, свидетельствовало о многом. Книги были духовным, культурным индикатором семьи. Отец, вспоминает Касым Жомарт Кемелович, трепетно относился к книгам как к таковым, рассматривая их как источник знаний и просвещения. Несмотря на материальные затруднения и отсутствие собственного жилья, он тем временем не менее покупал довольно много книг, и эту практику он продолжал до самой кончины. Благодаря его усилиям в нашей домашней библиотеке собралось немало интересных книг. Отец научил сына и игре в шахматы, этому бессмертному искусству интеллектуалов. Здесь была своя логическая взаимосвязь.
В семьях, в которых много читали, как правило, всегда были в ходу шахматы. Однажды Касым-Жомарт стал свидетелем шахматной партии между отцом и одним известным писателем. Отец явно выигрывал, но к эндшпилю сам уравновесил ситуацию на доске и свел игру в ничью. Позже, когда отец и сын остались одни, Жомарт спросил, почему он так сделал. Отец посмотрел внимательно на сына и спокойно ответил: «Нельзя ставить человека, тем более такого известного и уважаемого, в неловкое положение, особенно в твоем присутствии». Касым-Жомарт запомнил эти слова. Он понял, по жизни надо стремиться не просто к выигрышу любой ценой, но оставаться при этом достойным человеком, уважая соперника. Для отца и сына книги были ближайшим ресурсом, который позволял расширять кругозор. Были своего рода собственным печатным интернетом, к которому обращались за информацией. Для школьника это имело не меньше значения, чем для взрослого. «Мы много читали», — отмечает Токаев, — «и по школьной программе, и для души». Более того, спустя десятилетия книги из домашней библиотеки приобрели особое мемориальное значение. Как подчеркивает Токаев, перечитывая время от времени книги, стоявшие на домашних полках, я вспоминаю дни, когда мои родители были живы и здоровы. Возможно, отец и мама предугадывали дальнейшую судьбу этих книг, ставших связующей нитью между нами и ними, ушедшими в мир иной. Как глубоко и многозначительно сказано. Весьма значимо и то, что Касым-Жомарт был посвящен в творческий мир отца, в его писательскую лабораторию. Иногда, вспоминает президент, мы с отцом обсуждали, как может пойти тот или иной сюжет в своем развитии. В отношении с людьми, в том числе с высокопоставленными, отец своей жизнью давал сыну уроки корректности, но твердости и честности. Гибкость, так ценимая многими, не была ему присуща. В семейном кругу отец пояснил, что имеет моральное право быть прямолинейным, потому что немало трудностей увидел уже в детстве и не раз смотрел смерти в глаза в годы войны. Пускай меняются и приспосабливаются те, кто не имеет такого жизненного опыта, твердо сказал он. Такие слова не забываются. Кемел Токаевич был противоположностью творческим деятелям, которые не гнушаются выпрашивать в высоких чиновных кабинетах награды, премии и льготы. Поют прославленные власти, а за глаза злословят. Даже в годы необоснованной опалы, когда было особенно трудно, замечает К.К. Токаев, отец не помышлял о том, чтобы упасть на колени перед кем-либо, выпросить прощения и подходящую работу. Он был именно таким, гордым и ответственным за свои поступки. Кроме того, семья Токаевых имела собственный иммунитет против любых восхвалений, и сами не воспевали, и другим не советовали. И это нравственное качество передалось детям. Дело в том, отмечает Касым-Жомарт Кемелович, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, и я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет такого и никогда не было. Да, у меня пожизненный, я бы сказал, природный иммунитет к подобного рода выступлениям, но нашу интеллигенцию порой не переделаешь, это сойдет на нет. Нельзя не заметить, что когда в продюсерских кругах в 2022 году возникла идея снять фильм о книге «Слово об отце», президент спокойно, но определенно заявил: «Скажу откровенно, я не приветствую подобного рода вещи». Кемел Токаевич и его супруга Турар всей своей жизнью дали детям такие уроки, которые стали для них жизненными ориентирами. Они не жалели сил и времени, поддерживали увлечения детей, были опорой в трудную минуту, принимали близко к сердцу их радости и заботы. В семье Токаевых между родителями и детьми сложилось особое доверительное отношение. О таких отношениях мечтают многие. В какую школу идти учиться? Это решение было немаловажным для родителей. Они желали, чтобы у сына была широкая перспектива и возможности роста, и потому остановились на средней школе номер 25, где уделялось особое внимание языкам и спорту. Соответственно, и общие требования к учебе там были повышенные. Находилась школа на улице Калинина, 126, ныне Кабанбай-Батыра. Построена была в 1938 году, и с архитектурной стороны трехэтажное здание несло элементы классицизма. Но главное то, какой там собрался педагогический коллектив и какой уровень знаний он давал своим ученикам. Это был продвинутый уровень выше среднего. Школа, как впоследствии заметил Касым-Жомарт Кемелович, была известна в городе своими учителями. В первый В-класс этой школы в 1960 году пошел 7-летний Жомарт. В начале 60-х годов семья Токаевых жила в небольшой квартире в двухэтажном доме на улице Амангельды. Это была простая, спокойная, совсем не статусная улица, безо всякого транспорта, идущая вниз от улицы Шевченко. В 2-3 кварталах от нее располагалась 25-я школа.
Память Касым-Жомарта Кемеловича отчетливо сохранила теплые картины того, как семья встречала новый 62-й год. Кстати, уходящий 61-й год оказался особенным для человечества. 12 апреля с космодрома на территории Казахстана в полет отправился первый человек Земли, советский гражданин-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. В этом же году в августе состоялся второй космический полет. Я помню, как мы праздновали всей семьей полет второго космонавта Германа Титова. Со временем это стало обыденным явлением, а вот полеты Гагарина и Титова я до сих пор помню. И все радовались, весь советский народ радовался. Тогда название космодрома Байконур звучало во всех сводках, в словах директоров, и мы понимали, что это в Казахстане. Мы гордились и по ночам всматривались в небо, пытаясь увидеть космический корабль. 61-й год завершился в Советском Союзе на высокой героической ноте. Казалось, для страны и ее граждан нет ничего невозможного. В канун Нового года дети Жомарт, Бактыбек, Салтанат и Ляля с мамой вместе наряжали елку стеклянными игрушками, развешивали гирлянды, флажки, а когда наступил новогодний вечер, каждый из 4 детей исполнил у елки стихотворение или песню. Получился трогательный детский концерт. Затем папа с мамой предложили детям загадать желание на будущее. Конечно, родителям было очень интересно узнать мечты своих детей. Что загадал 8-летний Жомарт? Не будем фантазировать, а процитируем воспоминания самого президента. «Я, ученик 2 класса, не задумываясь, как бы ведомый чьей-то доброй волей, безапелляционно заявил, что в будущем хотел бы много путешествовать и ездить за границу. Родители ничего не сказали в ответ, лишь внимательно посмотрели на меня, понимая, в их глазах было заметно большое удивление. И это понятно, так как тогда даже поездки в Москву были событием, а о других странах люди могли только мечтать, читая приключенческую литературу. Вот такой широкий горизонт будущего нарисовал перед собой 31 декабря 1961 года ученик 2 класса Такаев. Учиться в 25-й школе было непросто, особенно в средних и старших классах. В 60-е годы в ней началось углубленное изучение иностранных языков, английского и французского. При школе, что было редким для того времени явлением... Хорошо, спасибо. При школе, что было редким для того времени явлением, появилась целая французская кафедра. В качестве основного иностранного языка Жомарт по совету родителей выбрал английский язык. Затем, что тогда английский в школах не был столь популярен, как сегодня, однако глобальные перспективы его все явственнее просматривались. Легендарным директором 25-й школы долгие годы был хорошо известный в Алма-Ате педагог и руководитель Адольф Евсеевич Селицкий. Он собрал под свое крыло высококлассный коллектив из преподавателей различных национальностей. Серафима Филатовна Никоновна, работавшая учителем истории в школе с 50-го года. Она учила в том числе и Жомарта, вспоминает. Среди нашего коллектива было много представителей еврейской диаспоры. Это были замечательные, очень образованные учителя и настоящие профессионалы. Например, Елена Михайловна Блиндер, Анна Борисовна Игдал и директор Адольф Евсеевич Селицкий. Они полностью подтверждали мнение о представителях этой нации как об очень умных людях. Адольф Евсеевич не только директорствовал, но и преподавал в старших классах такой политизированный предмет, как история СССР. А старшеклассников не проведешь. Как пишет Касым-Жомарт Такаев, он рассказывал об исторических фактах очень живо и интересно, чем снискал подлинное расположение учеников. Подлинное. Потому что дети, как известно, чутко реагируют на фальшь и равнодушие учителей, и если кто-то им не угодил, то не скрывает своего недовольства и даже презрения. Детский максимализм проявлялся и в те годы. Интересная мысль. А мы ведь в нынешнее время нередко думаем, что дети тогда были шелковые. Очевидно, что преподавать историю, особенно в старших классах, было непросто, но Адольф Евсеевич находил нужные неказенные слова. Примечательно и то, что Жомарт вместе с друзьями издавал в школе стенгазету, которая называлась ни много ни мало «Историческая правда». На ее страницах позитивно излагались достижения Казахстана. Так было понимание значимости истории со школьных лет, присущей Касым-Жомарту Кемеловичу. Хорошо помнит Такаев и Анну Борисовну Игдал, которая привила интерес к русскому языку и литературе. Она искренне верила в мое светлое журналистское будущее, выделяя меня из общей школьной массы.
Английский язык в классе преподавала Роза Борисовна Пономарева, красивая и обаятельная женщина. Она была образцом безупречного поведения. Ее никто и никогда не видел в плохом настроении или неряшливо одетой. Такой вот был в те годы педагогический коллектив. В старших классах Жомарт пристрастился к серьезным газетам, таким как «Известия», «Комсомольская правда», «За рубежом». Вообще, надо сказать, что международная сфера, в отличие от внутриполитических процессов, достаточно широко отражалась в советской прессе 60-70-х годов и была с точки зрения разнообразия информации весьма интересной. Фактически в то время в советских газетах двумя наиболее читаемыми разделами были международные дела и спорт. Не исключено, что и самым интересным советскими журналистами были международники. В 1969 году на телеэкраны страны вышла еженедельная по воскресеньям передача, впоследствии знаменитой своими ведущими, «Международная панорама». Она сразу привлекла внимание Касым-Жомарта. При этом он не жалел времени на английский язык, даже сократил время для своего любимого настольного тенниса, завел специальную толстую тетрадь, куда записывал интересные данные о разных странах и фразы на английском языке. А однажды ему в руки попала оригинальная английская газета левой направленности Morning Star, только такую могли распространять в СССР. Жомарт засел за перевод. На это ушло 2 дня, поскольку пришлось копаться в словаре. Лексика газеты оказалась совсем не из школьной программы. Когда же смысл статьи стал ясен, он был на вершине блаженства. У него получилось. Мама, конечно, заметила упорство сына в сражении с Morning Star. Тогда она работала в Алматинском институте иностранных языков, понимая, что уровень школьного английского для сына уже недостаточен. Турар Шабарбаева обратилась к коллеге Александру Сергеевичу Рогачу, чтобы он позанимался с Жомартом, а это была, надо сказать, весьма примечательная персона. В эпоху революционных катаклизмов его родители оказались в Америке. До 20-летнего возраста Александр Рогачев там и жил, и, следовательно, свободно владел настоящим американским английским. Когда в начале 1930-х годов грянула Великая депрессия, семья перебралась из США в Советский Союз, где как раз разворачивалась масштабная индустриализация. На естественное любопытство Жомарта к его жизни, к тому, как он оказался в Алмате, Александр Сергеевич реагировал туманно. И лишь однажды он обмолвился, что службу в армии проходил в одном специальном подразделении, где его совершенный английский язык оказался очень востребованным. Впрочем, приходил к нему Жомарт не за рассказами о его прошлой жизни, а за другим. За эксклюзивными знаниями. Мое англоязычное хозяйство бывший американец оценил как беспорядочно и энергично, взялся за систематизацию представления о грамматике. Параллельно пополнялась лексика и приобретались навыки свободной устной речи. Жомарт был способным и старательным учеником, и с большим желанием ходил в частные занятия в Институт иностранных языков. Уроки Александра Сергеевича оказались в высшей степени полезными. К окончанию школы Жомарт чувствовал себя в английском языке уверенно и был готов сдавать его в качестве вступительного экзамена. Тем не менее, представлять, что Жомарт в школьные годы был таким, как сейчас бы сказали, ботаником, не вылезавшим из книг, энциклопедий и словарей, было бы неточным. Мальчишка есть мальчишка, юность есть юность, поэтому картина будет неполной, если не сказать об Алмате и о том районе, где была 25-я школа и где рос и взрослел Жомарт. Напротив школы, через перекресток улицы Калинина, располагался старый сосновый парк, который начинали высаживать в давние годы еще воспитанники Вернинского детского приюта. Школьники 25-й на субботниках ухаживали за парком, а после школы гуляли там. Сохранилось и само оригинальное дореволюционное здание приюта сегодня. Это музей Алматы. Если идти по Калинина дальше налево от школы, то прямиком через 2 квартала блистал огромным стеклянным фасадом и настенной живописью авторства Евгения Сидоркина, крупнейший в городе кинотеатр «Целинный». Это был панорамный фестивальный кинотеатр, где шли премьерные показы и куда все стремились попасть. Билеты разлетались как горячие пирожки. Открыт кинотеатр был в 1964 году. Тогда Касым-Жомарт учился в 5 классе. Популярным у подростков и молодежи был и кинотеатр «Алатау» на улице Комсомольской, ныне Толеби. В этих залах со своими друзьями Жомарт смотрел многие кинохиты тех лет: «Человек-амфибия», «Неуловимые мстители», «Бриллиантовая рука», «Доживем до понедельника», «Сильные духом», «Щит и меч», «Фантомас», «Кавказская пленница», «Спартак» и другие. Короче говоря, школьникам было где погулять, пообщаться и отдохнуть. Время от времени
Жомарт сопровождал маму в поездках по городу. В этих случаях она по традиции вела его в пельменную. Чаще всего это была пельменная на улице Шевченко, угол Дзержинского, сегодня Новоразбай-Батыра, вверх через квартал от школы. В памяти коренных алматинцев эта скромная пельменная с круглыми столиками на ножках, располагавшаяся в полуподвале жилого дома, остается одной из лучших, если не лучшей, в городе. Там за 30 копеек можно было поесть вкусных дымящихся пельменей с уксусом, сметаной или бульоном. Как вспоминает Токаев, сама мама практически ничего не ела, лишь с нескрываемым удовольствием наблюдала, как я уплетаю столовскую пищу, которая в те годы казалась мне особенно вкусной. Иногда мама выходила из столовой и поджидала меня на улице. Надо сказать, что добытчиком, кормильцем семьи был отец. Иногда, помимо зарплаты, он получал гонорары за книги и статьи. Да-да, было такое актуальное слово в лексиконе пишущих людей того времени. Это ныне за публикацию надо платить самому автору, а тогда было наоборот. За каждую строчку гонорар автору выплачивала газета или издательство. В дни получения гонорара в семье Токаевых был праздник. Отец вел в семью в ресторан, где и отмечался выход в свет его очередного творения. Нам, детям, ностальгирует Касым Жомарт Токаев, особенно нравились популярные в начале 60-х годов цыплята табака и различные соки. Наедались мы, как говорится, от пуза, а затем с удовольствием вспоминая эти пиршества, с нетерпением ожидая новых. Притом следует иметь в виду и другое. В обычной повседневной жизни лишних денег в семье не было, поэтому маме, верной материнскому долгу, приходилось отказывать себе во многом. Тогда такое самоограничение ради детей было нередким явлением. Но готовы ли современные молодые мамы на самопожертвование ради семьи? Риторический вопрос. Жомарт взрослел и, естественно, как и другие, хотел одеваться нормально, стильно. Видя и понимая его юношеские запросы, мама искала и покупала сыну дефицитные в те годы импортную обувь и костюмы. Как такого можно забыть? Благодаря материнским усилиям Жомарт среди сверстников выделялся не только знаниями и ростом, но и внешним видом. Если идти из школы по улице Калинина направо, через квартал после улицы Мира, сегодня Желтоксан, начинался, как его тогда называли в молодежной тусовке, Бродвей. Или просто Брод. Аллюзия с заокеанским Бродвеем очевидна. Это было главное театральное пространство Алматы. На хорошо освещенной вечерами улице, а тогда как освещались далеко не все улицы, фундаментально располагалась культурная жемчужина 40-х-60-х годов, Казахский академический театр оперы и балета. Если присмотреться, то здание по композиции и внешнему виду напоминает Александрийский театр в Санкт-Петербурге, построенный в 21 веке знаменитым архитектором Карлом Росси. Вот на какой высокий классический образец ориентировались архитекторы Николай Круглов, Николай Простаков, Тулео Басенов, создавая театр. Но при этом Алматинский театр эффективно орнаментирован национальными мотивами. Конечно, уже само нахождение на одной улице с такими знаковыми произведениями архитектуры поднимало статус школы номер 25. Был на углу нынешнего проспекта Аблайхана и один особый кинотеатр повторного фильма, деливший здание с ТЮЗом. Хорошо известное всем Алмате здание было построено в 30-е годы. На фасаде в нишах располагались красивые барельефы Пушкина и Джамбула, а с другой стороны находился кинотеатр. Не раз и не два сюда, в этот очаг культуры, приходил Жомарт со своим классом на спектакле. Школьники называли это место, впрочем, беззлобно конюшней. Когда-то давно в этом районе располагались военные казармы. Здесь можно было после уроков или прогуливая их, по-разному бывало, вновь посмотреть любимый фильм, который уже прошел год-два назад. Крутились и редкие заграничные ленты, поступавшие в ограниченный прокат. К сожалению, здание ТЮЗа стало не так давно заложником хищных амбиций застройщиков и было снесено. На его месте громоздится многоэтажный жилой комплекс. А жаль, ведь так навсегда теряется и исчезает историко-культурный ландшафт города, с которым связаны поколения. По этому поводу примечательна позиция президента КК Токаева, которую он прямо высказал в 2019 году, посетив Алматы. Как коренной алматинец не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Аблайхана. Также президент выразил свое категорическое несогласие с построенной еще в конце нулевых гостиницей рядом с Сосновым парком на улице Кабанбай-Батыра, перекрывшей потоки горного бриза. Огромная гостиница стоит, все загородила, все испортила. Знаковым для Алматы 60-70-х годов был и кинотеатр «Алатау», построенный в 60-м году рядом с парком гвардейцев-панфиловцев. Там работал клуб «Юный
друг кино, проводились встречи с артистами и режиссерами, но эта городская достопримечательность в 2015 году пошла под снос. Что сделали на его месте? Закусочную «Макдональдс». Президент высказал свое возмущение по поводу этого преобразования. Также не могу согласиться со сносом кинотеатра Алатау. Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Причем столько времени и усилий пришлось потратить на снос этого очень капитального сооружения. Таких примеров по Алматы немало. Следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы. Надо также увеличивать количество парковых зон. Это в интересах горожан, подчеркнул глава государства. Отсюда вывод, думается только один. Если градостроители и застройщики являются хотя бы в небольшой степени патриотами Алматы, то они должны сделать правильное заключение из сказанного президентом об ошибках застройки в центре города. Да и другие города должны призадуматься, в той или иной степени культурные центры есть везде. Но вернемся к школьным годам Жомарта. По диагонали от Тюза через перекресток находится еще одно примечательное место – центральный гастроном. Сюда школьники заходили пить соки. Тогда ведь пакетированных, так называемых, восстановленных из порошка соков не существовало, обходились натуральными. В отделе соки-воды стояли большие стеклянные конусы, в которые из 3-литровых банок продавщицы в белых передниках наливали соки. Мальчишкам больше нравился томатный, особым шиком было пить его с солью. Для этого на прилавке стоял специальный наполненный солью стакан, а девчонки больше любили послаще – грушевый, абрикосовый. Когда на улице жарко, хорошо шел кисло-сладкий березовый сок. Если пойти от Тюза вниз, то через квартал начинается большой сквер и площадь. За ней возвышается монументальный в стиле сталинского ампира дом правительства, строительство которого шло почти 10 лет и завершилось в 1957 году. Кстати, поскольку проект закончили уже при Хрущеве, то от многих, как тогда стали говорить, излишеств пришлось отказаться. В результате над домом правительства не поднялся парящий купол, но и без этого архитектурного атрибута здание стало ярким символом своего времени, сосредоточением столичной республиканской власти 50-80-х годов. Здесь, в доме правительства, размещались Верховный Совет Казахской ССР, Совет Министров и Центральный комитет Компартии, последний до 1980 года. Следует отметить, что компетентные, грамотные специалисты нужны были власти во все времена. Так было и в 20 веке. Поэтому в 1960 году КТ Токаев был приглашен на должность главного редактора «Ведомостей Верховного Совета Казахской ССР», официального печатного издания высшего законодательного органа республиканской власти. В этом еженедельном издании на казахском и русском языках публиковались все законы, указы и постановления руководства Казахской ССР. Это была очень ответственная, кропотливая, скрупулезная, неброская работа, и Кемель Токаевич с ней успешно справлялся, проработав главным редактором до 1977 года. При этом сделаем акцент, приглашение его на работу редактором «Ведомостей Верховного Совета Казахской ССР» было сделано не по блату или родственной протекции, а исходя из его способностей как опытного, высококвалифицированного двуязычного литератора. Депутаты Верховного Совета не были профессиональными освобожденными депутатами, а съезжались 2-3 раза в год на кратковременные сессии. Для организации постоянной работы избирался президиум Верховного Совета во главе с председателем. В 60-е и 70-е годы председателем президиума Верховного Совета Республики были такие государственные деятели, как Исагали Шарипович Шарипов и Сабир Белялович Ниязбеков. Здесь следует иметь в виду, однако, существенное обстоятельство фактической иерархии государственных структур той эпохи. Верховный Совет как высший законодательный орган был первым только номинально, реальная политическая власть была не там. Во-первых, в Центральном комитете Компартии Казахстана, который с 1964 года бессмерно возглавлял крупный государственный и политический деятель союзного масштаба Динмухамед Ахмедович Кунаев. И во-вторых, в Совете министров Казахской ССР, представителем которого последовательно являлись известные руководители Масымхан Бейсейбаевич Бейсейбаев и Байкен Ашимович Ашимов. Тем не менее, Верховный Совет и в республиканском, и в союзном масштабе был абсолютно необходимой структурой, воплощавшей советскую суверенную государственность. Ключевой фигурой в аппарате Верховного Совета той эпохи был секретарь Верховного Совета.
организующий всю текущую работу. В те годы, когда К.Т. Токаев являлся главным редактором «Ведомостей», секретарем Президиума Верховного Совета Казахской ССР была с 63 по 75 год Бижамал Рамазанова Рамазановна. Бимажал Рамазановна. Ее активную деятельность хорошо характеризует один факт. Начав свою общественно-политическую карьеру с комсомольской работы в Талдыкурганской области, она уже в 21 год в 1948 году была награждена орденом Трудового Знамени. Весьма редкий случай. Касым Жомарт Кемелович пишет: «Если говорить о многолетней работе отца в Президиуме Верховного Совета, то не могу не упомянуть Бижамал Рамазановну. На протяжении более 10 лет она была вторым лицом в этом очень важном органе, который олицетворял собой государственную власть в республике». Б. Рамазанова запомнилась как эрудированный руководитель, к тому же отличавшийся трудолюбием, тактичностью и добрым отношением к коллегам по работе. Обобщая отзывы лиц, которые с ней разное время работали, можно сказать, что Бижамал Рамазановна была партийно-советским руководителем с человеческим лицом. 3 срока депутатской работы она трудилась секретарем Президиума Верховного Совета. В тесном взаимодействии с ней и работал Кемель Токаевич, и его неизбрание депутатом в 1975 году и тем самым уход с поста секретаря Президиума Верховного Совета стали, как отмечает Касым Жомарт Кемелович, большой потерей для властных структур республики. Но с другой стороны, плюс возник там, куда она ушла, в Главном архивном управлении при Совете министров Казахской ССР. Став начальником всех архивов, Бижамал Рамазановна подняла архивное дело республики на новую высоту. Председатель Президиума Верховного Совета с 1965 по 1978 год С.Б. Ниязов был также весьма заметной фигурой своего времени. Как пишет К.К. Токаев, формальный глава республики отличался уравновешенностью, деловитостью и доброжелательным отношением к подчиненным. Отец высоко отзывался о нем как о достойном руководителе, благодаря которому деловая и моральная обстановка в коллективе была безупречной. Сабир Белялович проявлял требовательность во всем, что касалось подготовки документов на казахском и русском языках, поэтому отец вместе с коллегами очень часто засиживался до позднего вечера, упорно работая над текстами законодательных актов и постановлений. Следует подчеркнуть, что Токаев-старший завоевал себе авторитет и уважение в аппарате Верховного Совета. Дело в том, что в начале 60-х годов секретарем Президиума Верховного Совета был руководитель нажимного типа Габдулла Шалкарович Каржаубаев. Практикуемые им методы управления в свое время были оправданы, будучи из шахтерской Караганды, он в годы войны после нее жестоко руководил по партийной линии угольной топливно-энергетической промышленностью Казахстана. Избрался секретарем ЦК Компартии Казахстана, однако начало 60-х годов – это уже иная атмосфера. Как тогда говорили, оттепель. Тем не менее, Г.Ш. Каржаубаев фактически переносил в работу аппарата приемы прежнего времени. Против этого и выступил смело К.Т. Токаев. На одном из партийных собраний он проявил характер и открыто подверг секретаря Президиума Верховного Совета критике за авторитарные силы руководства и отсутствие внимания к коллективу. Следует отметить в виду, что до этого в аппарате Верховного Совета никогда не критиковали руководство. Полагаем, силу и уверенность в правоте главному редактору «Ведомостей» придал его военный опыт. Как пишет Касым Жомарт Кемелович, критическое выступление отца произвело эффект разорвавшейся бомбы, но было поддержано практически всеми сотрудниками аппарата. Через некоторое время этот руководитель по решению ЦК покинул свой пост. Кемель Токаев принципиально не принимал клановых предпочтений. Об одном случае вспоминает Изгелик Нурмагомбетович Дабаев, заведующий отделом аппарата Верховного Совета. В первой половине 60-х годов председателем Президиума Верховного Совета был И. Ш. Шарипов, и как-то на партсобрании Токаев обратился непосредственно к председателю. Изгали Шарипович, как следует толковать вашу практику при приеме в аппарат отдавать предпочтение уроженцам Гурьевской области? Ведь позже выясняется, что эти люди не отличаются ни умом, ни способностями. Что же делать другим? Изменить данные своих паспортов, чтобы завоевать ваше доверие и получить хорошие должности? В зале повисла тишина. Вряд ли этот смелый вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз, мог понравиться председателю Президиума Верховного Совета, но у него не нашлось аргументов. Чтобы дезавуировать слова Токаева, его кристальная честность и решимость были известны всем. Кроме смелости, отмечает Изгелик Дабаев, Токаев обладал и чувством юмора. Однажды
В столовой Дома правительства, когда во время обеда коллеги со стажем приветствовали сидевшего недалеко Данияла Керимбаева, он спросил, кто это, председатель президиума 47-54 годов, на что Кемель с беззлобной улыбкой заметил, такой на вид небольшой, а вам в свое время казался, наверное, великаном-гигантом, пост кресла добавляет росту человеку. Чтобы не погрязнуть полностью в текущей канцелярской и юридической переводческой практике, сохранить свежесть мысли и слова, Токаев-старший старался находить и время для творческой работы. По субботам он работал в архивах КГБ и МВД, а ночью обрабатывал раскопанные материалы. И при этом не раз говорил: «Днем я служу Отечеству, а ночью высокой музе литературы». Такую двойную работу могли потянуть немногие. При этом Токаева очень сильно расстраивали неприглядные факты предательства и лицемерия среди деятелей культуры, которые он обнаруживал, работая в архивах КГБ с документами 30-х годов. Но он не мог и предположить, что однажды нравы доносительства ударят по нему самому. В 1978 году в журнале «Жалын» он опубликовал главы из нового романа «Особое поручение», в котором среди много прочего содержался краткий фрагмент о конфликте между акмолинским купцом Шарипом Ялымовым и советским деятелем и писателем Сакеном Сейфуллиным. Факт этот был известен по произведению самого Сейфуллина «Тернистый путь», но также был подтвержден Токаевым в архиве КГБ. К сожалению, здесь имелось одно обстоятельство, которое никак не относилось к событиям 30-х годов и к новому произведению писателя, но было использовано против него. Оказалось, что Шарип Ялымов был никем иным, как отцом Зухры Шариповны, супруги Д.А. Кунаева. Касым-Жомарт Токаев отмечает по этому поводу, как часто бывает в подобного рода ситуациях, нашлись люди, которые охотно донесли высшему руководителю республики неприятную весть и соответствующим образом подали публикацию в журнале. Тираж журнала был изъят. Руководитель республики надавил на С. Ниязбекова с целью добровольного увольнения писателя с государственной службы. Председатель Президиума Верховного Совета, понимая абсурдность ситуации, сказал Кемелю Токаевичу: «К вам претензий не имею, но выполнить приказ первого секретаря ЦК Компартии Казахстана обязан». Токаев написал заявление и, попрощавшись с коллегами, покинул стены Верховного Совета. Надо ли говорить, что в то время было для его семьи морально очень тяжелым. Касым-Жомарт находился на службе в МИД СССР, но тоже переживал. Наложен был запрет и на начатый роман писателя. Спасением в тот момент стали книги из домашней библиотеки. Особенно 200-томная серия библиотеки всемирной литературы, выходившая со второй половины 60-х годов. Писатель не пал духом и полностью сосредоточился на любимой творческой работе. В этой ситуации, отмечает Касым-Жомарт Кемелович, мама делала все от нее зависящее, чтобы дать возможность супругу плодотворно писать. Надо сказать, что Кемел Токаев, как стойкий и убежденный человек, несмотря на несправедливое гонение, не ожесточился на Дилмухамеда Кунаева и не затаил в себе злобы. Он понимал, как действует механизм доносительства. Однако задумывался ли сам руководитель советского Казахстана о судьбе опального писателя? И видел ли всю искусственность раздутой проблемы, особенно если учесть время, рубеж 70-х, 80-х годов? Вопрос открытый, но я однажды, как вспоминает помощник первого секретаря ЦК Компартии В.В. Владимиров, Д.А. Кунаев поинтересовался у него, что он думает по поводу творчества писателя Кемеля Токаева. Получив ясный положительный ответ, глава республики над чем-то крепко задумался. Следует отметить, что Владислав Васильевич Владимиров сам был достаточно известным и активным писателем и знал Кемеля Токаевича со второй половины 60-х годов, когда они оба работали в аппарате Верховного Совета. Также они взаимно интересовались произведениями друг друга, откликались в прессе на новые публикации. Их дружба, пишет К.К. Токаев, оказалась прочной и выдержала испытания временем. Именно Владимиров нашел нужный момент и ходатайствовал перед Д.А. Кунаевым о творческой реабилитации К.Т. Токаева. Руководитель Казахской ССР, надо отдать ему должное, прислушался к аргументам своего помощника и дал указание разрешить издание произведений писателя. Благодаря этому в начале 80-х годов вышли из печати новые романы Токаева «Сонгы Соккы», «Солдат Соврыска Кетте», «Уясынан Безген Кус». Примечательно, что и гораздо позже, в нулевые годы, В.В. Владимиров вспоминал в печати Кемеля Токаевича, назвав его честным современником и старшим другом.
красивым и глубоко порядочным человеком, бывалым фронтовиком и замечательным писателем. И действительно, память о честном человеке, благородный металл, от времени не ржавеет. Спустя многие годы его сын, ставший президентом Казахстана и преодолевший внутреннюю смуту, подпишет указ о новом центре Алматинской области и даст ему мощное историческое имя – Конаев. И еще о 25-й школе. В то время, когда многое решали связи, важным фактором развития становились шефы. Есть ли он у школы и кто они? 25-й тут, можно сказать, повезло. Прямо напротив парадного входа в школу находился главный вход в большое внушительное здание Министерства внутренних дел Казахской ССР. Это оказалось плюсом. МВД взяла шефство над школой, оказывала ей самую различную организационную и материальную помощь. Сотрудники органов приходили на классные часы, проводили беседы, рассказывали о своей профессии. Да и среди учащихся было немало детей, сотрудников и даже руководителей силовых структур. В итоге, и это не секрет, 25-я школа стала носить имя главного советского чекиста Дзержинского. Достаточно сказать, что аттестаты зрелости выдавались выпускникам 25-й в актовом зале МВД. Не менее важно, что благодаря шефству со стороны МВД школа получила фактически, наряду со статусом продвинутой языковой школы, спортивный статус. Как известно, для силовых органов физическая подготовка и психологическая устойчивость всегда стоят на одном из первых мест. Поэтому в школе имелись все условия для занятий различными видами спорта. На уроках физкультуры мальчишки и девчонки не бегали по школьному двору или вокруг школы, как неприкаянные. Для них были открыты двери ведомственного стадиона «Динамо», расположенного неподалеку, наискосок за школой. Там часто проходили уроки. На стадионе с ребятами отрабатывались бег, прыжки в высоту, в длину, метание, а зимой коньки, лыжи, хоккей. Было и плавание. Нередко в помощь учителям физкультуры направлялись известные мастера, тренеры клуба «Динамо». Работали спортивные секции легкой атлетики и гимнастики. Жомарт выбрал для себя вид спорта, требующий быстроты, ловкости и мгновенной реакции – настольный теннис. Эта игра стала его спортивным хобби. А поднялся он фактически до уровня кандидата в мастера спорта, и спорт бесспорно помогал учебе, дисциплинируя, переключая внимание и усилия с умственной работы на физическую и обратно. Жомарт старался и находил время для всего. Думается, и в дипломатии нередко необходимы качества, развиваемые настольным теннисом. В частности, на переговорах, как правило, нет времени, чтобы долго все осмысливать. Надо действовать быстро и точно. Надо сказать, что уроки физкультуры в школе любили. Даже считалось, что 25-я самая спортивная в Казахстане. Многие старшеклассники играли в основном и дублирующем составах алматинского «Динамо», по хоккею с мячом на льду и на траве, игра на большом поле. Домашним стадионом для команды и был стадион возле 25-й школы. В те годы, в 66-67, команда «Динамо» по хоккею с мячом под руководством Эдуарда Айриха впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата СССР. Это была сенсация. Команде и ее игроках заговорили в те годы симпатии болельщиков Алматы поровну делили хоккейная «Динамо» и футбольный «Кайрат». Кстати, игры на стадионе «Динамо» шли днем, поэтому нередко среди зрителей можно было увидеть юных фанатов, которые предпочли хоккей урокам, а не однократным чемпионом Союза Алматинская «Динамо» станет в 1970-е годы. Таким был фактор шефов для 25-й школы. Многие выпускники 25-й школы разных лет в будущем стали известными людьми. Например, археолог Кемаль Акишев, открывший золотого человека, металлург и финансист Даулет Симбаев, при активном участии которого вводилась национальная валюта тенге, фтизиохирург Абай Байгенжин и нейрохирург Юрий Аношин, музыковед и альпинист Анатолий Кельберг, музыкант Владимир Миклошич, один из создателей группы А-Студио. Можно отметить и такого неоднозначного, но яркого представителя российской политической сцены, как Владимир Жириновский. В разные годы в 25-й школе учились дети и внуки известных писателей Сапаргали, Бегалина, Ильяса и Есенберлина. Не случайно школа носит сегодня имя Есенберлина. Однако совершенно бесспорно самым известным, глобально известным выпускником школы стал Касым Жомарт Токаев, вспоминает преподаватель истории Серафима Филатовна Никоновна.
учившая несколько поколений воспитанников 25-й. У меня также учился президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это был интеллигентный молодой человек, учился хорошо, старательно, был активистом, и я еще в то время понимала, что он станет выдающейся личностью. Он запомнился очень красивым юношей, пользовался успехом у девушек. В школе сохранилось письмо старшеклассников в будущее. Там стоит и его подпись, рассказывает учительница. История об этом письме в 21 век такова. Директор школы Адольф Евсеевич следил на своем посту не только за официальными поветриями, но и, будучи широко образованным человеком, за мировыми трендами. А одним из наиболее значимых трендов 60-х годов был всплеск всеобщего внимания к будущему, к различным футурологическим прогнозам, к грядущему веку. Глобальную моду на 21 век создали знаменитый американский фильм Стэнли Кубрика 1968 года «Космическая Одиссея» 2001 года и одноименный роман Артура Кларка. По всему миру тогда вслед за развитием космонавтики катился настоящий бум научной фантастики и небывалого интереса к приближающемуся веку. Сама дата 1970 год, открывавшая десятилетие новых ожиданий человечества, способствовала футурологическому тренду. Кстати, фантастический роман Артура Кларка был опубликован в СССР в 1970 году. Тогда же в ответ на фильм Кубрика снимал свой гуманистический киношедевр «Солярист» Андрей Тарковский. «Солярис» Андрей Тарковский. В том же году в Нью-Йорке вышел бестселлер футуролога Элвина Тофлера «Футурошок», в котором очерчивались контуры будущего информационного общества, а на экраны мира самый известный документальный фильм в истории кино «Воспоминания о будущем». Даже журнал «Пионер» отметился в 1970 году креативной пьесой Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Вскоре по пьесе снимут фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». На все это накладывались идеологические даты. В 1970 году широко отмечалось столетие В.И. Ленина, основателя советского государства. Нет сомнений, человечество на рубеже 60-х-70-х бредило своим будущим. Для одних это будущее представлялось либеральным, для других коммунистическим. И только некоторые, например, академик А.Н. Сахаров, сопоставляя глобальные тенденции, формулировали по отношению к обеим системам слово «конвенгерция». Тогда-то в мире, особенно в СССР и США, и получила распространение практика закладки на перспективу капсул времени. В такой нестандартной атмосфере конца 60-х годов директор школы и задумал необычную акцию – отправить от старшеклассников-выпускников письмо в 21 век, комсомольцам 2017 года. Конечно, дело было обставлено в идеологическом выдержанном духе, но сама идея письма будущим школьникам замечательная. Письмо напутствия, письмо обещания, обращенное к старшеклассникам нового века, было составлено и подписано лучшими отличниками. Конечно, школьники 60-х годов были романтиками, верившими в светло-коммунистическое будущее. В письме были такие строки: «Мы сделали немало дел, но нам предстоит еще много работы. Мы обещаем, что хорошо закончим 10 класс. Мы обещаем, что хорошо сдадим экзамены в институт, а по окончании его будем работать. Обещаем, что когда мы приедем к вам в 2017 году 64-65-летними людьми, нам не будет стыдно посмотреть вам в глаза». И еще одна уже планетарная мысль к старшеклассникам будущего. Вы будете жить во время научно-технического прогресса всего человечества. Именно таков был горизонт выпускников 70-го года человечества. Тогда действительно верили, что плоды технологий принесут благо всем людям планеты Земля, а не только золотому миллиарду. Когда-то мореплаватели в дальних странствиях отправляли свои послания в океан в запечатанных смолой бутылках, а письмо старшеклассников решили заложить в металлический кубок и замуровать в стене, в фойе школы, в специальной нише. Но кто будет это делать? Очевидно, лучшие из лучших, победители школьных олимпиад. Примечательно, что в списке тех, кому было доверено 22 апреля 70-го года на Ленинском субботнике это нестандартное дело, на первом месте стоит имя отличника Жомарта Токаева. Сохранилась и фотография, где рядом с ним одноклассники Вячеслав Константинов и Андрей Антоненко. Вообще, в словах, поступках и самом взгляде Жомарта с юных лет чувствовался интеллект, сформированный, во-первых, родительскими генами и воспитанием, и, во-вторых, собственным упорным трудом и настойчивым преодолением. Иначе стать отличником 25-й школы было невозможно. Обнаружили кубок с посланием в будущее в 2003 году, то есть через 33 года. Действительно,
Рукописи не горят. Конечно, за эти годы эпоха изменилась совершенно. Казахстан стал суверенным, а мир, как и предсказывал Элвин Тофлер, тотально информационным. В школы Казахстана пришло новое поколение независимости. По сути, к нему и обращено послание из 70-го года. Теперь для 25-й школы это самый настоящий исторический артефакт. Кстати, президент никогда не забывал про свою школу. Ученикам запомнился его приезд в 2003 году. Тогда Касым-Жомарт Токаев был государственным секретарем Республики Казахстан. Он встретился с педагогическим коллективом, посетил уроки, тепло поговорил со школьниками. Это были встречи и беседы, которые запоминаются на всю жизнь. И вот что еще важно. Президент не допустил бездумного искажения исторического облика школы и превращения ее в очередной, среди множества других, безликих стеклянный фасад. Когда пришла пора капитального ремонта, он настоял, чтобы вся начинка корпуса стала максимально современной, а сам внешний вид 25-й школы, знакомый с детства многим поколениям алматинцев, сохранился. Вот это и есть настоящая модернизация. Когда же школа обновилась, похорошела, глава государства в ходе рабочей поездки в Алмату в ноябре 2021 года вновь посетил родную школу. Касым-Жомарт Кемелович просто не мог этого не сделать. Он посмотрел учебные кабинеты с интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотеку и, конечно, символичный момент. Посетил класс, в котором сам учился. Сегодня здесь кабинет французского языка. Заглянул президент в школьный музей, где собраны материалы, фотографии об истории школы и ее известных выпускниках. Особенный интерес у него вызвало то самое письмо, которое вместе с ребятами он заложил в капсулу времени в 70-м году. Касым-Жомарт Кемелович внимательно перечитал рукописный текст, на секунду задумался, улыбнулся. Интересная история. Связь времен не должна прерываться, поэтому ученики уже нынешнего выпускного 11 класса в присутствии президента также заложили в стену школы капсулу времени. Их письмо адресовано еще дальше, 2050 год. Школьные годы и биография политика и вообще человека значимы тем, что в этот период формируются важные черты характера и стиля личности. Не зря говорят, все мы родом из детства, и добавим юности. Касым-Жомарт уже в школе отличался ровным, сдержанным характером. Обладал в общении чувством такта и меры, умел выстроить диалог. Полагаем, и это было с одной стороны следствием влияния отца и мамы, а с другой его собственным внутренним приоритетом. 10 класс – время важнейшего юношеского выбора. Куда идти дальше, на какую специальность и профессию ориентироваться. Весной 1970 года в душе Жомарта боролись два желания. С одной стороны, имея, как и отец, склонность к творчеству, он был не прочь проявить себя в сфере журналистики и литературного творчества. Об этой его способности не раз говорила, высоко оценивая оригинальные и самостоятельные сочинения Жомарта, учительница Анна Борисовна Игдал. А с другой стороны, хорошо, владея английским языком, он понимал, что желательно использовать этот редкий для того времени потенциал и пойти в международную сферу. В ранней юности, вспоминает Токаев, мне очень хотелось стать зарубежным корреспондентом какой-нибудь крупной газеты. Срок решающего выбора приближался. Жомарт чувствовал, что авторское творчество от него никуда не уйдет. Этот потенциал всегда будет с ним, по какой бы траектории ни шла его жизнь. В результате он принял ключевое решение и выбрал сферу мировой политики. Но легко сказать международные отношения. Тогда только один профильный вуз в Союзе готовил специалистов-международников – Московский государственный институт международных отношений, или как кратко фирменно звучало МГИМО. Стремление учиться именно там овладело Жомартом. Сначала мечта оказалась несбыточной, но отец в психологически непростой ситуации горячо поддержал сына и предложил написать письмо прямо в институт, чтобы выяснить условия поступления. И это был абсолютно правильный совет. Опыт семьи Токаевых подтверждает, именно внимание родителей к детям, своевременные наставления и советы становятся теми верными ориентирами, как в нравственном отношении, так и в профессиональном, которые в значительной степени определяют дальнейшую судьбу детей. Помнится, заметил Касым-Жомарт Кемелович, писал я это письмо с утра и до позднего вечера, постоянно совершенствуя стилистику изложения. Похоже, я никогда так тщательно не подходил к написанию личных писем. Может быть, потому что от них не зависела моя судьба. А то первое письмо оказалось поистине судьбоносным. И это было, подчеркнем, не современное электронное письмо, которое легко пишется и еще легче отправляется. Это было настоящее письмо, написанное собственноручно, а не набранное на компьютере, запечатанное в конверт и отправленное в Москву обычной почтой. Вообще, молодое поколение должно знать, что смелые
что смелое личное письмо, попавшее в точку, может переменить судьбе человека. Жомарт и не надеялся особо на ответ, поэтому можно представить его удивление, когда через пару недель в домашнем почтовом ящике для газет он обнаружил вдруг письмо из МГИМО. Оно было подписано исполнительным секретарем приемной комиссии. В нем указывалось, что экзамены в ГИМО проходят в июле, и это было весьма кстати, так как в случае осечки имелась возможность вернуться домой и поступить в Алматинский вуз. Экзамены там проходили в августе. Но Жомарт делал ставку, конечно, не на запасной вариант. Он был окрылен, воодушевлен, семейный совет, и вот решение принято. В дорогу отправляли меня в дальний путь, шумно, с полагавшимся по такому случаю застольем, на который были приглашены многочисленные гости, желавшие удачи. Родители были по-казахски очень суеверны и считали, что без этого отправляться в путь не следует. То искреннее родительское напутствие навсегда осталось в сердце сына. Размышляя спустя многие годы о восхождении на вершины политики, он прямо признается, что в первую очередь обязан своим родителям. Встретившись однажды и решившись пойти по жизненному пути вместе, пишет Касым Жомарт Кемелович, они произвели меня на свет Божий, дав таким образом шанс на существование среди себе подобных, то есть среди людей, наиболее совершенных созданий Всевышнего. Они же, мои родители, несмотря на многие трудности и даже невзгоды, всячески поощряли меня к получению знаний. Мои дорогие создатели напутствовали меня перед поступлением в Институт международных отношений в далекой Москве. Примечательно, что отправился Жомарт в Москву один, хотя раньше в столице не бывал. Сегодня это может показаться рискованным, но тогда проблем с общественным порядком было немного, поэтому молодежь ездила и летала по всему Союзу. С другой стороны, экономия семейного бюджета также имела значение. В общем, Жомарт полетел поступать в МГИМО самостоятельно. Хороший пример для современной молодежи. 5 часов за облаками, и алматинский Ту-134 приземляется в подмосковном аэропорту Домодедово. Там юношу, разумеется, никто не ждал, рассчитывать надо было на самого себя. Златоглавая столица встретила меня равнодушно, аэропортовской сутолокой и неразберихой, и непривычной для алматинца пасмурной погодой. С большим черным чемоданом около 1,5 часов добирался на электричке до Павелецкого вокзала, спустился в метро, затем добрался до места моей первой ночевки, квартиры коллеги моего отца. Так прозаично началась московская эпопея Жомарта, эпопея, которая, однако, получит большое продолжение. Вот мы и прочитали первую главу, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока, завтра в 14:00 будем читать следующую главу.